Бренд Мори представляет. Ну что, друзья, наконец-таки Юрий Белкин добрался до нашего зала, до спортгаража. И, как вы понимаете, его сегодня ждет сложнейшее испытание в жизни. Но чтобы Юрий было как-то сподручнее, мы стол сегодня поставили на помост, чтобы, как Илья Муромец, от земли получал силу. Вопрос, поможет ему это или нет. Сейчас узнаем. Надеемся, представлять этого парня вам не нужно. Это тот самый Юрий Белкин, который, затащив в 110-й категории невероятные 445 килограммов, лишил смысла мечтать о рекордах весь тяжелый дивизион пауэрлифтинга. Белкин просто демотивировал тяжей заниматься. И вот теперь Юрий направил свой взор на армрестлинг. Скажем больше, его силовые в базовых армовских движениях уже могут напугать многих тренированных рукоборцев. Ты закончил 47,5, да? Да. Ну да, мы что-то такое, значит, 52,5 я сделал. Меньше 50. Да, 52,5, значит, я сделал. на луч. Окей, вот ты говоришь с ручкой на пронатор. Да, я не помню, сколько там было. Или 42,5, что-то такое. Что-то такое, 40 плюс-минус. Если вам интересно, вы можете зайти на YouTube-канал Арм Саныча и посмотреть видео с замером силовых Юрия Белкина. В силе его сомневаться не то, что не приходится, а даже мысли в голову такой не приходит, потому что это неимоверной силы человек. То, что касается работы за столом, это все-таки специфика, в которой, я думаю, он еще не так силен, как в своих коронных движениях. Тебе все еще кажется, что у тебя что-то получится в армрестлинге? Мы ждем тебя в спортгараже. Вот ты заметь, он уже вспотел, а у меня даже вообще ничего нет. Понимаешь, что нервничает? То есть ты предлагаешь даже к столу не вставать, да? Ну, тут знаешь, как есть такое понятие, когда ты проиграл уже до борьбы? Я думаю, это та ситуация уже есть. Как вы видите, Юрий не просто сильный, но и дерзкий парень. А ведь если подумать, Дзамбулат как раз его возможный соперник из категории до 100 килограммов. Так что Юрий сегодня ощутит весь уровень предстоящей конкуренции. А может и не ощутит? Но в любом случае, перед тем, как встать к столу, давайте пару слов скажем про пауэрлифтинг. Ну, чтобы рукоборцы тоже немножко были в теме. Вот за последний месяц в мире пауэрлифтинга на что ты обратил внимание? Но кроме того, что Никулин выступал, причем в новой для всех нас категории, каким-то образом он влез в 60-ю еще при весе 57,4, я так понимаю, он вообще хотел в 56-ю как-то влезть, а может быть даже и ниже. Ну и, соответственно, в рамках этой категории поднял он прилично дофига, если брать присед. Вот, и тяга, в принципе, тоже нормально, я считаю. Вот, Ну как думаешь, сколько он компенсировал за ночь? Многие обсуждают. Ну, не знаю, вот если смотреть визуально, как по мне, минимум 75 где-то весил на момент выступления, как я вижу. Вот, может быть, я ошибаюсь. Был чемпионат Америки, в США, и очень жирно выступила категория в 75. Ну, там, получается, этот Тейлор Атвуд, вот, он там дохренищу поднял до своей весовой категории. Прям дохренищу. 300... нормальное судейство было? Да. Но он все делает так, что там, в принципе, не докопаться. Как тебе первый бой подружки твоей, Стефани? Да, в принципе, все было понятно. Стефи, она и быстрее. Ну, там, не знаешь, такой уже в конце пошел замес, уже никто не думал. Сначала так все по технике, потом, мы ж бабы, блядь. Только за волосы сразу что не хватали. У нее перспективы, есть. Большие. Она вообще в целом талантливая спортсменка. Ее в какой вид спорта не иди, она там... То есть ты веришь в нормальное будущее боксерское? Да, более чем. Ты даже посмотри, как она работает технически. Она скоростная, взрывная. Плюс, мне кажется, у нее мозги как бы нормально работают в этом плане. Она дофига что достигнет. Свой следующий бой Стефи проведет в рамках шоу вместе с Хафтером Бьерсоном и Эдди Холлом. И мы, как и Юрий, тоже верим в то, что у нее в боксе все будет окей. Но нам-то с вами сегодня нужно понять, насколько все окей может быть в армии у Юрия Белкина. Стоит думать, ты со штангой под большим весом работаешь. Да я, ты что, я только, блядь, замок. Не, все равно, здесь тоже замок, знаешь, играет роль. Вот когда ты захват берешь, замок играет роль. Парни. Не такую, как в тяге, но тем не менее. Это же самое, бой тысячелетия, а вы тут как-то мирно разговариваете. Я сдаюсь, Василий. Он же сказал, что я заранее проиграл. Да я же шучу. Так. Ты думаешь, я серьезно? Скажи мне, без травм? Сейчас у меня левое плечо болит, а правое, наоборот, стало нормально. Плечи? Поэтому направо. Именно плечи? Да, у тебя рука, конечно, не такая. Хотя
всем, в принципе, комфортно. Это... Ну, он такой жесткий такой. Давай, потихоньку начинай. Просто Да, потихоньку друг друга погреем просто, да. до кого я уже в стену уперся, в принципе, погрелся. Я, кстати, знаешь, еще какой прикол не понял? До сих пор не могу, как вот, блин, все борются, я все равно Упираешь на локоть упираюсь. Но я не прям вообще на него ложусь. Но вот этого скользящего движения у меня вообще нет. Абсолютно. И ты потом убежишь. Я тоже часто так делаю, ну, то есть упираюсь. Нет, ну ты можешь выбирать, понимаешь, он не может выбирать. Это... Да, у меня от этого этой опции нет вообще. Ну, правильно, возьми, сделай одно движение до конца. Сначала и до самого конца. Вот прям до стола. До стола тяни прям. Там пизда. Я тебе отвечу. Просто. Может, ну его нахуй. Давай. Что говоришь? Левый. А левое у меня плечо болит. Ну так, новое. для равновесия чуть-чуть. Ну, то есть не буду я тебя ломать, не буду, я пошутил. Понятное дело. Я тебе тоже. Молодец. Пока отвлекся. Так что потихоньку, вот с самого начала и до самого конца начинай делать. Куда? До самого конца если ты очень До стола. Я буду потихоньку сопротивляться. Еще разок. Но у него есть такой, знаешь, мне нравится, вот кисть у него стоит четче, но несмотря на то, что я думал, что там будет яма, но она у него стоит четче, чем у многих остальных, с кем я пробовал, ну, из не армрестлеров. Ну, пока что первые выводы. Охренел, я армрестлер вообще-то. Ты скажи мне, ты сейчас совсем тянешь наверх. Что? Мало, ну не тянешь наверх. Ты специально не тянешь или вообще не тянешь? Ну, потому что я понял, что верх пока что не мое, и я Не, ну пытаюсь что-то попробуй, больше... попробуй просто, то есть, ну понять, то есть, ну как бы, это твое ощущение, а мы чтобы поняли со стороны. Тяни, до конца, не останавливайся. Ну, да, то есть расхлябанность небольшая. Он вроде пронатор держит и угол старается, но вот здесь вот у него расходится. Ну, то есть такая, нету навыка работы за столом. Конечно. Да, поэтому я же говорю, все, ну, то есть слабые места, они такие, более-менее стандартные. У кого-то они просто слабее, у кого-то сильнее. У него они достаточно такие для не армрестлера подготовленные, но тем не менее навыка нету. Но все приходит со временем, поэтому как бы, перспективы, как у всех, они. А, так у меня есть. подушка была неправильная. Ага, вот оно в чем дело. Я думал, что за фигня? Сейчас что делать? Тяни, борись. Ну, то есть сейчас уже можешь бороться. Прям. Сейчас можешь уже ломаться, короче. Не, ломаться не надо, зачем ломаться. Поехали. Ты сразу кисть Ну контролируешь. да, я вот это и хотел проверить, то есть насколько у тебя вот здесь все хорошо. Блять, вы с Васей такие же хитрожопые. Одни и те же приемы применяют. Хитрожопые, ты понял? Сыплет эпитетами просто вообще. Ну, хорош, Вась, хорош. Слушай, на удивление, на самом деле, не ожидал я, что он все-таки... Но он чуть-чуть понимает, то есть я думаю, что работа с Санычем ему дала какое-то такое элементарное понимание векторов, и он делает осознанные вещи. То есть это не просто там взял и
поборолся, как многие. У него это в голове, ну, то есть он выстраивает какой-то план. Вот что здесь скажешь? То есть ты обладаешь определенной силой, обладаешь большой силой, обладаешь большим потенциалом, но ты все равно должен пройти определенную дистанцию, чтобы по-настоящему научиться бороться. Как бы нам не хотелось увидеть Юру за столом уже завтра, Юрию нужно потратить время на армрестлинг. Но кроме времени, есть еще один важный момент, который мешает многим чемпионам покорить новый для себя вид спорта. Ведь ты большой чемпион. Огромный человек, которого знает весь мир в своей истории, и тебе этим надо будет пожертвовать. Понимаешь, да, чтобы начать новую чемпионскую дорогу. И тебе ее придется начинать с самого нуля. Ты готов пройти поражения, которые неминуемо на первом этапе будут? Такой путь ты готов пройти? Конечно. Да. А вы что думаете, что я сейчас выйду, сразу всех буду, блядь, одним за другим? Нет, может, ты так думаешь? Я даже сейчас не боюсь проиграть в пауэрлифтинге, не говоря о том, что в армрестлинге. О чем вообще речь идет? Сколько раз я выходил на помост, абсолютно не готовый. Вспомни в Секстоне, когда я 2 месяца не тренировался, пошел тянуть, закончил с баранкой. Я осознанно понимал, что я могу забараниться, не говоря о том, что там я могу проиграть. Но мне просто хотелось выступить на тот момент. И мне же как-то ничего ж не остановило. Но это же бред полный. И якобы там статистику себе портить. Да вообще насрать. Но раз Юрий готов ко всему, остается задать ему еще один вопрос. Когда он примет участие в первом для себя турнире по арму? Можно говорить, я не знаю. Пока планирую на конец августа. Кубок Черноземья. В категории? В Воронеже. Ну, в сотке. То есть получается, что ты сейчас закончил с пауэрлифтингом, то есть эту историю ты закрыл, с турниром. Ну, в смысле, да, И с выступлениями пока да. И Да, то есть полноценно пока что будешь- следующий турниру, вообще ближайшие соревнования, это будут армовские соревнования. То есть это полноценно, там, ну, сколько, 2 месяца будешь Ну, скажем тренироваться? так, да. Да. Ну что же, давайте подведем итог. Исходные данные у Юрия более чем хорошие, в том числе кисть, что его отличает от многих титулованных новичков. Но чтобы стать чемпионом, работы предстоит проделать еще очень много. И, Юрий, тебе обязательно нужны спарринги и еще раз спарринги. Но это уже следующая история. Друзья, прощаться всегда грустно. Но на этом мы вынуждены закончить наш сегодняшний выпуск. Но прощаемся мы с вами ненадолго. До скорых встреч!